Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. События на пороге. События до конца февраля. И что же это за порог такой, кто-то спросит. А тут действительно время как новая точка отсчета. Игра по новым правилам, мои дорогие, можно и так сказать. Потому что с 14 февраля у нас наступает время мощной перезагрузки Сатурн в Овне, а 16 февраля Нептун и Сатурн в Овне встречаются. Две противоположные как бы энергии, да, ну, если мы говорим по планетам. У нас вторая половина февраля очень насыщена. Ну, давайте узнаем, что же нам расскажут карты цыганского старинного пасьянса. Что случится, произойдет, что вас ждет именно во второй половине февраля до конца месяца. Итак, что ждет? Я вас хочу пригласить на свой сайт, прочитать мои статьи, потому что все за видео не расскажешь, чтобы просчитать свои планы, да, сверить свои планы с расписанием звезд. Я думаю, мой сайт вам поможет. Я назвала как «Петля реальности» или «Игра по новым правилам», «Коридор возможностей», потому что 14-16 на этом все не заканчивается. Это только начало, мои дорогие. Вот у вас есть какие-то сомнения, это правда. Месяц, луна — это мы сомневаемся, это не есть какая-то конкретная данность. Мои дорогие девы, вы короли аналитики и практики одновременно. Но, видимо, какая-то, ну, знаете, как затыкали, какой-то сложный вопрос, не знаешь, как к нему подступиться. Может быть, он буквально граничит со взаимодействием с другими людьми. Но ведь у вас, посмотрите, открытый путь. Это как жизненный путь. И правда, у нас такие планетарные транзиты, которые, если мы сказали, что 14 Сатурн в Овне, 16 соединение в Овне и Сатурна и Нептуна, 17, мои дорогие, у нас новолуние и начинается коридор затмений, который продлится до 3 марта. И очень такой знаковый период, когда нас ожидает уже 26 февраля парад планет. Это вот что-то стремится к итогу. И тут действительно некоторые гештальты мы будем закрывать. Но для вас это открывает время новых возможностей. Да, может быть, и есть какая-то перезагрузка, не исключаю. Но, видимо, есть важная тема, которую вам доведется решать именно до конца февраля. И решился одновременно. То есть какие-то шаги за этим должны последовать. Смотрю, что тут у вас еще. Мы можем соединить. Когда мало значений выпадает в целом, спокойное течение жизни. То есть, ну, есть, может быть, какие-то, да, детали, тонкости, которые вы будете прояснять, причем в таком, ну, спокойном графике. Может быть, что-то и не нравится. Явно просто не можете что-то просчитать, проанализировать. Вот будьте к этому моменту готовы. Но для вас, вот как ожидание, да, это вы ждете либо весть какую-то, либо каких-то соглашений, подписания важных бумаг, или когда, ну, условно, будет больше возможностей, может быть, само по себе время какое-то, да, когда решается одна тема, и следом уже теперь уже что-то проясняется. Но я так думаю, что то, что вы сейчас сомневаетесь, обдумываете, может быть, там тысячу для себя вариантов, как вы поступите, да, может быть, план А, план Б, план С. То есть вот иногда это тоже символизирует, но в конечном итоге для вас открытый путь. Не так много совпадений, но давайте посмотрим, поскольку в нашем пасьянсе мы можем соединять в крайних рядах карты по горизонтали и по вертикали. Ну, правда, я тут и не вижу больше совпадений. Но вам, мои дорогие девы, никто не мешает. Я не вижу тут помех. Вот вообще ни разу. Может быть, это какие-то сроки, когда вы для себя уже этот срок установили, и здесь задержки могут быть. Но поэтому и не торопитесь. Вот давайте мы продолжим на Таро события до конца февраля и возьмем основные траектории по 4 направлениям. Любовь, деньги, ваше благополучие и карьера, работа, важные встречи, договоренности. Итак, первое – любовь, личная жизнь. Что ждет до конца февраля? Или вам чего ждать? В вопросах денег тоже, как вот между прошлым и будущим. Какие предпосылки мы рассмотрим и что будет до конца февраля.
Вопросы благополучия в целом для вас и ваша работа, ваши задачи, которые вы перед собой ставите, планы, важные встречи, ну, может быть, у кого-то и учеба. Итак, смотрим. Личная жизнь, любовь. У кого-то неразбериха, информационный хаос. Я часто называю так эту карту. Так что там из прошлого? Из прошлого какой-то праздник, что-то вас радовало, это точно. Но вот так полярно. 50 на 50, да? По пятерке чаш есть тема, которую вот как бы мы не сожалели о чем-то или как бы мы не хотели это продолжить, но вот в этом ключе это не пойдет. Вам придется что-то переиграть, тогда праздник возможен как раз. Или изменить мнение, может быть, да, о каком-то событии или о конкретном человеке. На кону солнце, на кону ваша миссия. Правда, тут что-то проясняется. Карта солнца, ведь это карта ясности в первую очередь. Но, кстати, выбора правильного направления. Правильное направление у вас рядом с ключом. И все то, что я сказала по картам пасьянса, ну, наверное, знаете, было бы преждевременно, как будто с места в карьер куда-то. И есть еще те задачи, которые вам нужно обустроить, как будто переложить в какую-то новую реальность. Среди какой-то кутерьмы, мои дорогие, суматохи. Может быть, это по части личной жизни. Иногда по пятерке жезлов проходят люди, которые, ну, не очень надежные. А может быть, для кого-то из вас это вы в чем-то сомневаетесь. Но вы знаете, то скорее сомнения действительно присутствуют. Ведь у вас все хорошо. У вас как будто дела идут в гору, идут на подъем. Но, может быть, вот через ожидание, да, вот эта листва, не так быстро, как вы это хотели. Поэтому не добавьте себе какой-то ненужной глубокой философии на мелком месте. Тут, скорее всего, все же есть тот человек, которому следует доверять, может быть и так. Здесь есть какая-то тема, пусть не на 100%, двое людей сходятся, и мы все совершенно разные. Но вот это солнце, какое-то важное направление по части любви и личной жизни вы будете делать. И мы дальше смотрим до конца февраля, как я уже говорила. И смотрите, королева жезлов. Может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Он и для стрелец. Что там до конца февраля? Ну вот смотрите, правда. Либо у кого-то отношения, которые требуют прояснения, а у кого-то это будет как закрытие гештальта. Может быть, для кого-то из вас личная жизнь может проигрываться даже так, это когда вы ее, ну, как будто оставили на потом, потому что прежняя история была не самая веселая, грустная. Или когда вы вкладывались в отношения, да, верили, а потом, ну, как-то не очень все красиво получилось. Потому как тройка мечей, я должна сказать, тройка всегда карта будущего. Вот вам нужно соединить какую-то прежнюю историю. Это как наш опыт остается, да, ведь это карта выздоровления. Сердце не болит заштопанное. Вот здесь тройка мечей в этой колоде прорисована именно так, как нужно, да, оно не болит. Но шрамы-то остались, они никуда не денутся. И королева жезлов, кстати, тоже символизирует того человека, который умеет хранить молчание, тот, который умеет, знаете, как не предвосхищать удачу или не торопить события. Она умеет работать с информацией. Вот у вас как раз этот информационный хаос придется профильтровать. И она все равно поступает по-своему. Черный кот на коленях говорит, возле колен, говорит о том, что она о себе много не рассказывает. Поэтому где-то молчание, мои дорогие девы, вам помогает. Но это дается не для того, чтобы мы на горло собственной песни наступили. Отнюдь нет. Нет, ясность какая-то у вас должна наступить. И, может быть, вот правильно разграничить, что вас радует, мои дорогие, а что вас печалит. И если есть то, что уже никаким образом не можем вернуть, то я всегда говорю по пятерке чаш фразу, это слова Клаудио Пенейро: «Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол». Вот у кого-то подобная история. Так а что же вас ждет до конца февраля? Правду какую-то вы либо сами ищете, или когда вам, может быть, придется совершить поездку, и в этой поездке или в самой поездке в путешествии вы как узнаете, какое-то сообщение придет, или когда вы достигнете пункта назначения, что-то увидите своими глазами, с кем-то переговорите. Вот здесь карта нам помогает, мы ищем правду, и мы ее находим. Тут, судя по всему, какие-то правильные рокировки по части личной жизни. А к чему это все идет?
а чтобы больше было вдохновения, было больше радости. И тут двояко, если прежняя история со знаком минус, ну тогда, видимо, наступает время делать правильные выводы. Ну, может быть, вот от этого буквально зависит солнце, тогда карты будут говорить: отпускай, может быть, даже так. Пока живет в своем сознании какая-то печальная история, как будто место занято. Отпусти, и придет новый человек. Ну, а у кого-то из вас, все же я тут вижу, мы можем помириться, мои дорогие. Карта хорошего настроения. Вы можете получить подарки. Вы можете получить знаки внимания. Кстати, мои дорогие девы, кто-то из вас может быть просто озадачен тем, что много каких-то, ну, не вопросов даже по любви, а по вашим достижениям. Вот мы откроем, посмотрим. Или какие-то ваши планы. Они занимают ваш ум, ваше время. И это то, когда мы домой принесли то, что у нас было на работе, да. И когда все в одну кучу смешалось, да, и приятные эмоции, и неприятные, и уже непонятно тут, что тут с этим делать. Ну, вот для вас будет очень важно вдохновение. Для вас вот эти позитивные эмоции или люди, которые не просто присутствуют с вами, а способны вас вдохновлять, мои дорогие. Вот где вашему сердечку тепло, радостно. Вот этот душевный мир, покой для вас это не последняя, ну, как бы составляющая вашей жизни, скорее первая. Ну, давайте мы узнаем, а что же там на деньги? У кого-то с деньгами ситуация личной жизни перекликается, когда, может быть, от финансового состояния семьи, вот может быть так, да, или вашей пары. Ну, зависит, будет это развиваться или отношения, или нет. Почему нет? Я вот такое тоже допускаю. Для кого-то из вас, ну, может быть и ситуация, которая требует решения именно финансов. Всегда ведь мы говорим по 15-му аркану, зависимость какая-то есть. Это есть и человек, который зависит от вас. Но это может быть вот какая-то связь, когда и вы зависите от кого-то. Здесь по деньгам мы по 15-му аркану абсолютно точно что-то хотим сделать, совершить или обустроить именно так, как мы хотим. Тогда мы можем попасть как в игру, в какую-то тоже зависимость. Может быть, мы и думаем поначалу, что мы отстаиваем свою точку зрения, но на самом деле тут, скорее всего, выйти из какого-то шаблона, это касается денег. И я должна сказать, у кого, правда, сложная ситуация в финансах, ну, значит, есть какая-то тема, когда вы, ну, что-то не можете быстро, вот, может быть, ожидание, да, решить до конца февраля, но явно вы настроитесь на какой-то дальнейший план. Для кого-то из вас буквально карта будет говорить, если мы на деньги, то вы сейчас в физической форме хорошей. У вас как будто хватит сил что-то преодолеть, может быть, буквально работать. Хотя вы, мои дорогие девы, вы в труженике номер раз, это правда. Девы всегда много работают. Должна сказать также, что те деньги, которые задерживались, ваши, которые вам принадлежат, в силу разных причин, старший аркан, может быть, и внешних причин, скорее всего, вы их можете получить до конца февраля. Может быть, это очень крупная сумма. Что из прошлого, может быть? Ух, правда, какая-то прежняя история, она как ускоряется. Деньги можно получить, вообще перемены у вас на пороге, на кону в вашей жизни. Аркан Колесница будет также говорить у кого-то буквально вопросы, связанные с автомобилем. Ну, я редко привязываю карту Колесница, потому что старший аркан, но на всякий случай все-таки, наверное, сказать стоит. И проверьте состояние вашего автомобиля, техническое, да, основные 3 составляющие на несколько дней лет, даже, ну, как минимум на 7 лет. 3 составляющие. Это первое финансы, второе это у нас мобильность и третье интернет. Ну, прочитайте, я не помню, в какой статье я это написала, правда. Так, попутешествуйте по моему сайту, правда, будет много подсказок. Что я имею в виду? Мы должны быть мобильны. И даже если вы не водите автомобиль, где-то карта вам подсказывает, может быть, на ваши заработки каким-то образом это будет оказывать влияние. То есть, если нужны какие-то договоренности, значит, придется отправиться быстро и оказаться в нужном месте. Или потребует от вас каких-то решений. Может быть, это какие-то важные встречи, да, когда тоже нельзя отменить. И поэтому мобильность, транспортное средство проверяем, да,
но и как будто продумываем альтернативный вариант, если что-то пошло не так, как мы буквально будем добираться до куда-то. Или, где-то карта будет говорить, если ты даже без машины, продумывайте свои маршруты. Но ведь у нас очень интересное время, поскольку у нас в конце февраля у нас еще будет петля Меркурия, ретроградный Меркурий. И мы знаем, что есть и сбои, да, и как сбои в расписании, так и какие-то согласования. Ну, по ретро-Меркурию тут тоже что-то идет наперекосяк. Это для каждого из нас. Поэтому запасной план, может быть, план А, план Б, план С. Для вас это как запасной аэродром. Два старших аркана говорят, что внешние события буквально могут оказывать влияние на финансы. А что же это в будущем? Будь готов к неожиданностям, нам говорит карта. И правда, это карта скорости, две карты скорости, когда мы не можем что-то отложить на потом. Так что же будет по части денег до конца февраля? Но есть то, что нужно обдумать тоже. В чем-то вам как будто нужно ускориться. Вот смотрите, из 4 карт у вас 3 старших аркана. И не потерять времени даром. Какой-то момент, ну как ухватить, зацепиться за что-то. А Верховная Жрица будет говорить, но есть и то, аналитика, да, и слушайте свою интуицию. И все же будет тот момент по деньгам, когда вы скажете себе «пора». Или, может быть, когда сам период до конца февраля будет тоже напоминать. Где-то американские горки, я такого не исключаю с учетом всех карт. Когда вот ничего не происходило, и вдруг, вот знаете, как по щелчку какому-то, в один момент все ускоряется. Ну и все те планетарные транзиты, которые у нас происходят до конца февраля, они как раз и запускают этот механизм новой реальности. Что ваше благополучие? Выбор, опять же, есть какой-то выбор. Что из прошлого? Что из прошлого? Ага, тут уже какая-то башня, уже как будто смена нашего шаблона привычного, смена методов работы, изменения, опять же, которые связаны с старший аркан, с тем, что происходит или приходит в вашу жизнь извне. Меняются ведь башня– это, в принципе, какая-то структура. Вот у вас, по вашему благополучию, уже была какая-то прежняя ситуация, которая призывает вас, мои дорогие любимые девы, к какой-то реорганизации вашей жизни. Что еще из прошлого? Какая-то пауза должна закончиться. И более того, здесь, знаете, ломаются шаблоны, может быть, у людей, которые вас окружают. Или это для вас тоже своеобразный, ну, как пусть даже триггер, но это, знаете, как новая точка отсчета. Вы раньше не могли сделать какой-то выбор, но вот его величество случай или какая-то информация, или обстоятельства в жизни других людей, с кем вы прежде взаимодействовали. Тут, правда, нужно быть готовым к неожиданностям, потому что, в принципе, подготовлен, предупрежден, ну, как минимум, защищен в какой-то мере, или уже, как говорим, вооружен. Хорошо, что до конца февраля победа. Вот все то, что я долго говорила, с учетом аркана Солнца. На кону победа. Но она такая не совсем простая, вот правда. Ну да для девы не всегда бывает просто, точнее редко, ну правда. Несмотря на вашу аналитику, умение, ну, быстро вот так вот анализировать и понимать, откуда у ситуации ноги растут, как правильно поступить. Но, может быть, какой-то хаос, путаница все же пока присутствует, вам с этим придется разбираться. Дела, работа, бизнес или ваша карьера, важные встречи, ваши планы. Ого! Что бы вы там ни думали, все идет как надо. Поэтому хоть камни с неба, мои дорогие девы, а для вас это возможности. Тут действительно открытый путь. Тут по-другому не скажешь. Какие-то пути открываются. Ну, а закрываете те пути, куда как будто не надо, нецелесообразно. Вы сами. Ну, давайте мы спросим, а что же это будет означать, карта Иерофант? Ну, вот смотрите, у нас выпало дерево, да, я говорила, ожидание. Карта Иерофант– это стабильность, надежность, и у нас как будто одна структура рушится, да, или организация, один порядок, может быть, и мироуклад даже. И если вы работаете, может быть, в интернет у кого-то, или ваша деятельность, она связана именно с внешней информацией, может быть, с большим количеством людей, да, с какими-то согласованиями, то тут, конечно, люди будут влиять, и информационный поток в том числе. И вот для вас
вот свою новую какую-то стратегию, тактику отстроить. И причем не торопиться, мои дорогие, это точно. Пусть это карьеры касается, пусть это каких-то важных встреч. Да, может быть. Тут даже почему не торопиться? Будь готов к неожиданностям. Но тут как будто, знаете, торопливость не в том контексте, когда мы сели и ничего не делаем, а ступенчатость именно. Вот в этой колоде карт как будто поднялся ты на одну ступеньку, осмотрись, отдышись, что-то проанализируй и иди дальше. Это не так, как будто мы одним как броском и уже хотим достичь вершины. Но вообще это где-то олицетворение вашей энергии, порядка, новой организации, самой по себе структуры. По карте Иерофант это могут быть для вашего именно продвижения, важные встречи, важные люди, знаковые персоны, люди, которые наделены властью. Это вы какие-то новые договоренности будете выстраивать. Ну и внешние это события, они тоже, вот может быть, почему не надо торопиться. Тут есть те вопросы, от которых вы можете зависеть, но они-то не зависят от вашего решения. Так что же будет до конца февраля в плане ваших достижений? Выход из лабиринта какого-то будет, это точно. Это может быть сопряжено с новостью, информацией или вашим важным решением. Вот что будет постепенно, какая-то словно зависшая ситуация будет стремиться к разрешению. Опять же, старший аркан. Здесь обстановка как будто должна достичь, ну, знаете, какого-то пика. Вот именно то, что окружает вас. Поэтому сохраняй себя, сохраняй финансы, да, ну или сохраняй все то и всех тех, все то, что вам дорого, мои дорогие. Но вот эта стабильность для вас, это означает, может быть, отчасти и победу, потому что тут даже и на благополучие. Ну, наверное, ведь башня, мы говорим, структура, а здесь снова структура. Как будто переиграть что-то вам придется или внести коррекцию в некоторые планы. Может быть, и встречаться с важными людьми. Но для вас это, мои дорогие любимые девы, путь наверх. Да, непростой, это правда. Но для вас, видимо, какая-то миссия. Перекладывайте на себя, а я вас искренне благодарю за ваши добрые комментарии, за вашу поддержку и помощь, за то, что вы смотрите мои видео, читаете мои публикации, переходите, правда, в описание под видео, и там вы найдете много ссылок. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.